Ну что, всем привет! Сегодня мы поговорим о такой замечательной штуке, как зарядное устройство для любого аккумулятора. Ну или почти для любого. Я считаю, что эта вещь должна быть у каждого уважающего себя автолюбителя и вообще у человека, у которого есть в доме хоть какой-нибудь аккумулятор. О чем будет сегодня это видео? Сейчас мы разберем вот это зарядное, поговорим о его плюсах-минусах, поговорим о том, кому оно подойдет, а кому нет. Кстати, для тех, кому не подойдет, я расскажу чуть о других зарядках. И все ссылочки будут в описании на это зарядное и на другие, о которых я буду говорить. То есть мы сегодня говорим о плюсах-минусах, говорим о его функционале. Также поговорим о том, кому оно подойдет, а кому нет. И в конце видео я расскажу о одном маленьком секрете, как можно оживить аккумулятор, который простоял у вас там полгода-год. Это очень будет интересно тем, у кого есть мотоцикл. Как правило, мотоцикл стоит полгода, ну то есть вне сезона, он просто стоит, за аккумулятором люди не следят. И потом приходит момент открытия сезона, а вы не можете его запустить. Так вот, мы поговорим об одном лайфхаке, которым можно воспользоваться с этим или с каким-либо другим зарядным, но только не благодаря зарядке, а благодаря одному маленькому секрету. Так что досматривайте видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь. И пока вы это делаете, мы переходим на стол. Как вы уже поняли, я его немного поюзал, поэтому могу рассказать уже как с точки зрения эксплуатации данного зарядного. Кстати, эта зарядка очень дешевая. Она стоит всего 7 баксов, ну даже меньше. Если там с купонами, то можно купить ее в районе даже $5,5. И для такой зарядки, я считаю, это прям, ну, топ цена. Что нас ждет в коробке? В коробке нас, конечно же, ждет мануал, который, естественно, никто не читает никогда. Ну и мы не будем читать, мы его выбросим пока. Он нам не нужен, мы ж не из слабонервных. Такая вот коробочка, вот так вот она приезжает. Она, кстати, очень маленькая. Вот такая вот у нас коробочка. Немного помятая, ну это уже специфика почты. Коробочка нам теперь тоже не нужна. Что мы оставляем? Оставляем саму зарядку. Вот так вот она выглядит. Если видно, видно, да? Имеется здесь всего лишь одна кнопочка, вот она. Такой дисплейчик. Многие, кстати, в описаниях пишут к этой зарядке, что дисплейчик очень плохой, плохо видно. Но сейчас мы его подключим, я вам покажу, все там замечательно видно. Итак, появился у нас на столе аккумулятор. Это с моего мотоцикла. Аккумулятор у нас будет для примера. Что же написано в мануале? Коль вы не читали, я за вас прочитаю. Сначала нужно подключать питание аккумулятора, только потом вставлять в розетку. Так мы и сделаем. Полярность не путайте, иначе сгорит эта штуковина. Плюс к плюсу, минус к минусу. Что мы видим? Мы видим напряжение на аккумуляторе. Температуру аккумулятора, ну не аккумулятора, а окружающей среды по сути. То есть здесь одна из функций заявлена, что есть зимний и летний режим, и, мол, зарядное может само корректировать ток заряда. В зависимости от того, холодно либо жарко на улице, ну, для того, чтобы аккумулятор не выкипал. Но так как это 6-амперное зарядное, то для мотоциклетного, конечно, это много. Потому что те, кто знают, то идеальный ток заряда это 0,1С, то есть 10% от емкости аккумулятора. Так как у меня 9 ампер-часов, то есть это 900 миллиампер, меньше ампера нужен ток. Максимальный ток заряда у него 6 ампер, а минимальный 3, то есть деленное напополам, но об этом чуть позже. Что касается экранчика, я не знаю, кто там пишет, что плохо видно, как по мне, замечательно видно. Ну, на ярком солнце, наверное, не видно, но вы же не будете заряжать аккумулятор на улице. Так, что у нас есть дальше? Есть, как я уже говорил, одна кнопка управления, то есть сейчас у нас светится иконка обычный автомобильный аккумулятор, то есть свинцово-кислотный. Если мы на нее нажмем, у нас появится АГМ гель. То есть эта функция используется для зарядки аккумуляторов АГМ. Ну, либо гелевых, это большинство современных аккумуляторов. Следующая функция у нас это зарядка для мотоцикла, ну такой мопедик нарисован. В этом режиме по сути ничего не меняется. Единственное, что в этом режиме ток делится напополам. То есть максимальный допустимый ток заряда будет 3 ампера. Так как это 6-амперное зарядное, то есть ток деленный пополам будет 3. Если бы было 10-зарядное, они такие, кстати, есть, там и 10, и 15 ампер, то опять же пополам 10-амперное максимум в этом режиме мотоцикла будет 5 ампер. В нашем случае же 3. И последний режим это так называемый режим восстановления. Ну, о нем мы поговорим в конце. Что бы я хотел отметить? Обязательно смотрите, какой у вас аккумулятор. Если это обычный свинцово-кислотный, заряжайте его в режиме свинцово-кислотного аккумулятора, то есть первая иконочка.
Если у вас АГМ или гель, заряжайте его во втором режиме. Зачем это делать? В принципе, в любом из этих режимов можно заряжать любой там свинцово-кислотный, либо АГМ, не столь важно. Но у них немного отличается финальный ток заряда. Это не страшно для аккумулятора в целом, то есть неважно, как вы будете заряжать, но тем не менее, если хотите прям идеально, то ну, все-таки пользуйтесь, их не зря там сделали, и они реально работают. В моем, кстати, случае это гелевый аккумулятор, так как на мотоциклах свинцово-кислотный такая себе затея, жидкость просто вытечет. Поэтому там гелевые аккумуляторы. Значит, после того, как вы выбрали режим, на котором будете заряжать, вы просто суете его в розеточку. Раз. И пошел у нас процесс заряда. Значит, что у нас здесь? Он у нас показывает, кстати, нам надо режим мотоцикла. Вот так, кстати, делать нельзя. Надо сначала выбрать режим, только потом переключать. Ну-то ладно, мне не жалко этот аккумулятор. Вот, 2,7 ампера, но он просто почти заряжен, поэтому ток небольшой. Так, 14,7 вольт напряжение сейчас. А вот 0,9 ампера. Ну, он почти заряжен, он сейчас зарядит. 27 это... Ошибся я, это температура. Но температура, опять же, это самого зарядного, то есть она больше нужна для того, чтобы оно не перегрелось. В нем есть вентилятор, если слышно, он в целом даже не шумит. Когда температура будет высокая, он будет просто понижать ток зарядки для того, чтобы ничего там не сгорело. Вот аккумулятор зарядился, типа. Написано full. Full это полный, да, то есть полностью заряженный аккумулятор. Все, оно отключилось. Но отключилось оно не полностью. Если вы его сейчас не отключите с розетки, то оно будет поддерживать верхнее напряжение на аккумуляторе. То есть самого заряда не будет, но маленький ток оно будет подавать для того, чтобы держать верхнее напряжение. Так, выключаем, это нам уже не надо. Как бы типа зарядился, да, вот 12,7. Сейчас будет потихоньку падать. 28, чуть нагрелся. Ну, тепло у меня тут в гараже. Собственно, сейчас пробежимся быстренько о плюсах и минусах. Ну, минусов, кстати, отмечу не так и много. Ну, самый большой минус это вот такие вот короткие провода. Тут по 50 сантиметров. Ну, это прям издевательство. Господа китайцы, но можно сделать как-то чуть подлиннее. Объясню, почему короткие провода это большой минус. Потому что зарядное устройство вообще запрещается по технике безопасности использовать через удлинитель. А с такой длиной проводов, ну, если у вас розетка на полу, и аккумулятор демонтирован, то вы еще сможете что-то сделать. Но если вы будете заряжать на автомобиле, вам в любом случае придется использовать удлинитель. Ну, это не совсем удобно и не всегда есть под рукой. Второй, наверное, существенный минус это то, что здесь нет возможности регулировки тока. И в целом это плохо, потому что даже я с учетом того, что взял самое маленькое, там 6 амперное, но вот у меня мотоциклетный аккумулятор 9 ампер часов, как вы помните, его идеальный ток зарядки это там 1 ампер. Я не могу себе позволить настроить, ну вот никак такой ток. И максимум, что я могу, это 3 ампера. Ну, это в целом многовато для этого аккумулятора. Не критично, но многовато. Ну и такой еще один минус, все-таки 6 ампер это не так много, но об этом мы поговорим в рубрике «Кому оно подойдет». Итак, кому же подойдет это зарядное? Да подойдет оно в принципе всем, у кого аккумулятор до 60-70 ампер часов. Ну и где-то в идеале, конечно, от 30, но в целом там даже 10 амперный, то есть мотоциклетный, можно ним заряжать, вы не так часто это будете делать. Почему именно до 60-70? Потому что током в 6 ампер, он его реально, кстати, выдает 6 ампер, то есть заявленный ток я проверял, есть даже 6,2, там пока оно холодное, а потом падает где-то до 5,8. Правильно заряжать аккумулятор током 0,1С, то есть 10% от емкости. То есть 60-амперный аккумулятор, 60 ампер часов 0,1С, то есть 6 ампер, как раз у нас все сходится. Но полная зарядка будет 10 часов. На секундочку это довольно долго. Ну и хотелось бы, то есть если кто-то будет покупать, но все-таки рекомендую. Если чисто для мотоцикла, то отличный вариант. Но если же вы планируете заряжать автомобиль, то все-таки посмотрите в сторону 10 амперного. Оно немного дороже, там буквально на $2, но тем не менее. Это сильно поправит ситуацию, и даже если у вас дизельный автомобиль, то 10-амперного зарядного вам хватит за глаза. И с учетом цены там $8, ну дешевле, я не знаю, вы не найдете просто ничего. Ну и теперь самая интересная рубрика, это вот тот лайфхак, который я вам обещал. Значит, что вам для этого понадобится? Как вы помните, последний режим на этой зарядке, вот он, это ремонт или восстановление. Что делает зарядное в этом режиме? Оно в течение 8 часов делает пульсацию. То есть на секунду дает максимальный ток, то есть 6 ампер, и на секунду его отключает.
То есть так называемые удары по пластинам получаются. То есть аккумулятор находится под такой жесткой нагрузкой. С учетом, что у нас 6 ампер, это не так и много. Ну, для мотоциклетного это прям нормально, а вот для автомобильного это будет немного. Но режим реально рабочий. Это так называемая происходит десульфатизация аккумулятора. Или десульфатация, как правильно, поправьте. Если, конечно, вашему аккумулятору много лет, и вы планируете его спасти, то никак эта функция вам не поможет. Она поможет только в том случае, если у вас аккумулятор просто простоял без дела там полгода-год и пластины сульфатизировались. Кому интересно, почитайте, что такое этот процесс сульфатизации и десульфатизации. Думаю, разберетесь, ну или не разбирайтесь. В чем же заключается лайфхак? Просто пульсации не совсем помогают, плюс зарядная это у нас 6-амперная, то есть удары, так сказать, по аккумулятору будут незначительные. Хотя реально работает, я пробовал именно вот этот аккумулятор. У меня один сезон мотоцикл так я не смог завести, даже при том, что я зарядил его на 100%, но мотоцикл не хотел заряжаться. После 8-часовой процедуры я реально откатал еще сезон, и это прям, супер, то есть я не попал на покупку аккумулятора. Кому интересно, попробуйте. На экране, кстати, в этом режиме, сейчас мы посмотрим, там будет написано пул, то есть пульсации. И не будете вы видеть ни напряжения, ничего, он просто 8 часов будет это делать. А теперь перейдем к самому лайфхаку. То есть идеальная десульфатизация это заряд-разряд. Но наша зарядная умеет только давать заряд и отключать его. Нам нужен разряд. Что для этого нам необходимо? Берем обычную лампочку. У меня с поворотника, какую нашел. Вот такая лампочка 21 Вт. Не берите больше, потому что... если вы возьмете лампу ближнего света, там 55 Вт, это будет очень большой ток, и зарядная не сможет его зарядить, то есть в этом режиме вы его просто посадите в ноль. То есть при 12 вольтах 21 ваттная лампочка там будет примерно 2 ампера разряжать, то есть вы 6 ампер будете давать, 2 забирать, и это будет прям такая жесткая нагрузка, то есть по факту у вас будет 8 ампер просадочка туда-сюда. Это сильно вам поможет. То есть что для этого надо? Все очень просто. Полярность здесь не важна, то есть берете лампочку и сюда припаиваете какой-то контакт, провод, еще один. Я сейчас не буду этого делать, думаю, либо возьмите патрон, если у вас есть. И подключаете плюс и минус, так раз, и вот она себе будет светиться. То есть вы подключаете зарядные. Так, вот подключаем. Что у нас здесь мы видим? Мы видим, что оно перешло в первый режим. Выставляем режим восстановления. Потом берете, подключаете лампочку. Я так на соплях сделаю, так не надо делать. Сделайте нормально. Я долго, конечно, не удержу, она будет сейчас горячая. То есть мы подключаем лампочку. Вы поняли, ее стационарно надо подключить. И включаем в розеточку. И вот мы видим пульсация. И если видно, лампочка немного притухает в моменте, когда идет разряд. То есть когда заряд ярче, когда разряд тусклее. И в таком режиме, только не оставляйте без присмотра, у вас есть 8 часов. К сожалению, придется возле него, конечно, посидеть немножко. Но поверьте, после этой процедуры ваш аккумулятор получит второе дыхание. И это реально рабочая тема. У кого мотоцикл, либо даже автомобиль, которым вы долго не пользовались, и после зарядки аккумулятора у вас уже ничего не получается, он все же не заводит автомобиль, попробуйте вот так сделать. 8 часов не так и долго, придете в гараж или заберите аккумулятор домой, сделайте вот эту процедуру восстановления, и потом дайте ему остыть. К примеру, вы днем все это сделали, подключили, потом на ночь его оставляете, просто отключаете. Так вот, отключили и идете спать. Утром поставили на зарядочку, даже можно в режиме мотоцикла, то есть маленьким током. Дозарядили его полностью, после чего можно устанавливать в автомобиль, либо в мотоцикл, неважно, в любую какую-то технику. Вам понравится, я думаю, результат, то есть вы еще хотя бы сезон 100% его подымете. Вот такой вот рабочий метод, попробуйте. Лично у меня мотоцикл еще сезон поездил, а как будет у вас, напишите в комментариях, кто пробовал такой метод через какую-нибудь разрядку, то есть вот возьмите обычную лампочку. Еще раз повторюсь, не берите мощную лампочку, возьмите 21 Вт, то есть это лампа стоп-сигнала. На габаритах 5-ваттные, этого чуть маловато. А вот самый идеальный вариант это 21 Вт, то есть это лампочка стоп-сигнала. Вот она вам подойдет идеально. Либо поворотник, как вот в моем случае. Там тоже 21 Вт. Давайте подведем итог.
Кому же все-таки подойдет эта зарядная? Да всем, у кого есть аккумулятор дома, в машине, в мотоцикле, не столь важно. Но всем, у кого есть транспорт, оно просто вот должно быть. Тем более за такие деньги оно очень маленькое, его можно, ну, я не вот... Мотоциклетный аккумулятор и эта зарядка, ну вот она как бы один в один, да, даже по высоте, ну вот аккумулятор даже выше. То есть она реально очень маленькая, легкая, я не знаю, тут, ну, 100 грамм, может там 150, это импульсная зарядная, оно очень классное. Если у вас нет мотоцикла, есть только автомобиль, то берите все-таки 10-амперную зарядку, она лучше будет в вашем случае, то есть вы не будете так долго ждать. И вы же понимаете, что в режиме пульсации как раз будет там 10 ампер на 60-ку, 70-ку аккумулятор, это прям супер. Если вы владеете еще и мототехникой, то, конечно, тогда берите все-таки 6-амперный, ну, на машине не так часто вы его заряжаете, я думаю, больше вам оно подойдет для мотоцикла. И 6 ампер это как раз самое то, плюс цена, ну, ни о чем. Если у вас кроме автомобильного аккумулятора есть еще LiFePO4, либо литий-ионные аккумуляторы там дома для блэкаутов, то тогда рассмотрите, есть, я вам оставлю ссылочки в описании, есть зарядки, которые умеют работать еще и с литием и с LiFePO4. То есть там режимы прям переключаются. Ну, посмотрите, я оставлю ссылочки, зайдите, посмотрите, какие там зарядки. Там тоже цена побольше, конечно, будет долларов 15-20, там есть уже и 20-амперные зарядочки, но они больше подойдут, конечно, для литий-ионных аккумуляторов, либо LiFePO4. Если же вам только для автомобильной техники, то тогда берите вот такое и не парьтесь, вообще ни о чем не думайте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.